Приветствую, друзья! Сегодня мы поговорим о вот только увидевших свет беспроводных наушниках KZ Extra. Причем они, как и всегда, впитали в себя весь сок современных технологий. А именно Bluetooth, здесь версии 5.4. За звук отвечает фирменный конвертер Qualcomm Kalimba. Внутри стоит добротный 10-мм динамик. Есть поддержка кодеков семейства aptX до 24 бит глубины, активное шумоподавление и до 8 часов работы от одного заряда. О них сегодня говорим. Поехали! Коробка у наушников, на мой вкус, особо не примечательна. Внутри лежала инструкция и набор белых силиконовых амбушюр с подрезанной ножкой. Кабель же в комплект не положили. По габаритам кейс небольшой, но из-за геометрии может слегка выделяться в кармане. Петля, увы, совершенно обычная. Однако с витриной на передней панели это смотрится дорого. По элементам имеем классическую же кнопку коммутации, зарядный Type-C порт и индикаторный светодиод. Емкости батареи, как заверяет производитель, хватит на целых 32 часа. Сами чашечки представляют из себя классические уже внутриканальные наушники, то есть не поделки под Apple, а своя собственная разработка, корнями уходящая в реальный сценический мониторинг. В ушах они сидят прекрасно, целых 3 отверстия под микрофоны, полупрозрачный корпус, 2 клеммы питания, светодиод и довольно отзывчивый сенсорный слой на внешней панели. Приложение, увы, тут не предусмотрено, но управление вполне логичное. 1 тап отвечает за паузу, 2 за перемотку, 3 включают игровой режим, а долгое удержание вызывает голосового ассистента или последовательно переключает режимы шумоподавления, звуковой прозрачности и когда все выключено. По материалам это очень похоже на гипоаллергенную смолу. Прекрасные наушники. Единственный нюанс – микрофон здесь более удален, чем в вариации с ножкой. С качеством работы последнего вы, кстати, можете ознакомиться прямо сейчас. Я приложу отрезок из записи. Тестируем качество записи микрофонов беспроводных ТВС-наушников KZ Extra. Вот, собственно, так они и записывают, и именно так вас будет слышать ваш собеседник при звонке. В остальном же тут поддержка AAC и aptX Adaptive кодеков, ЦАП технологии Kalimba от Qualcomm, абсолютная тишина в паузах, нормальный прием сигнала, хороший такой запас по громкости, но, к сожалению, без заявленной защиты от воды. Для спорта, разумеется, они точно подойдут, а вот реакция на погружение или, например, душ не совсем понятна. Вот так, друзья, это все и выглядит. Замеры показали просто восхитительный по скорости затухания импульс, неплохую фазовую кривую, достойную повторяемость и искажения в пике, достигающие 0,38%, что, как для Bluetooth, вообще сказка. С затуханиями на 30 и 60 дБ вы можете ознакомиться самостоятельно. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 10 дБ с довольно резким переходом на середину, практически ровную полочку до 1 кГц включительно, выделение области разборчивости, пик имитации ушной раковины и классический уже акцент на 8 кГц для усиления четкости звучания. После чего идет еще пара пиков на 11,5 и 16 кГц, дабы сильно не оттенять нам высокие частоты. Что сказать, прекрасная настройка, основанная на кривой диффузного поля. Никаких вопросов тут и быть не может.
Звучат же наушники, особенно если их ни с чем не сравнивать, просто великолепно. Собранный в меру упругий бас, детальная, выразительная и очень четкая серединка, и все-таки чуть оттененные верха. Это один из тех случаев, когда физические особенности излучателя и усилительный тракт в значительной мере влияют на наш опыт прослушивания, несмотря на то, как для нас все тут настроил производитель. Так, здесь сильно подсвечена верхняя часть средних частот, отчего вокал кажется немного агрессивным и сверхподробным. Казалось бы, это именно то, что нам и нужно. Однако в сравнении с BGUP Q3, One More TVS ANC или EPS 350T Pro голоса ощущаются неестественно резкими и не такими певучими. Хотя в случае aptX это не так заметно. EPS 350T Pro на фоне героев обзора более музыкальные, собранные и тембрально приятные. Причем они тоже построены на одном динамическом излучателе. One More TVS ANC, так сказать, мутнее на басу, более гулкие, но стык с арматурным драйвером у них выполнен так волшебно, что разрешение уходит на какой-то совершенно невероятный уровень. Динамик, понятно, так не умеет. В BGUP Q3 же можно ощутить ступеньку между разными типами излучателей, но и у них яркость приходится не на верхнюю середину, как у героев обзора, а на самый верх, где находятся всякие отзвуки и перкуссионные моменты. То есть, если быть прямо критически настроенным, то в плане натуральности КЗ им всем немного, но уступают. Впрочем, если для вас главным является не мелодическая, а тяжелая или другая агрессивная музыка, то это будет скорее достоинство, так как в позитивном ключе повлияет на общий драйв и разделение инструментов. А вот совсем акустическим, оркестровым или, например, вокально ориентированным куда лучше справятся BGUP Q3 или те же EPS 350T Pro. One More TVS ANC уже давно сняты с производства, поэтому их я покупать не рекомендую. Верхняя часть диапазона, как я уже сказал, у нас слегка притушена, середина подчеркнута, а бас, хотя в самую глубину и не уходит, но вполне ощутим с приятной такой плотностью и текстурой. Слушается это, так сказать, с огоньком и добротной такой долей экспрессии. Эмоции эта модель тоже выжимает по полной. Придраться могу только до тембральной глубины, аудиальной насыщенности и той самой певучести. А так они просто шикарны для рэпа, рока, металла, электроники или любой другой популярной музыки. Мне, друзья, прямо понравились. Итогом беспроводные наушники KZ Extra предельно кайфово сидят, долго работают от одного заряда, имеют чувствительный и удобный по управлению сенсор, приемлемый уровень шумоподавления, сверхнизкие искажения, малые задержки, а также практически эталонно настроенную кривую АЧХ. По звучанию же они четкие, даже слегка агрессивные, с явно выраженной верхней частью средних частот и акцентами на драйв и общую детализацию. Для более-менее тяжелой музыки это вот прямо то, что доктор прописал. Скорость, драйв и эмоции у них буквально зашкаливают. Кто бы что ни говорил, а Knowledge Zenith умеют делать наушники. Чуть мониторно, капельку нейтрально, но в целом очень круто, а главное недорого. А на этом, друзья, у меня все. Это были наушники KZ Extra. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Обязательно на них подписывайтесь. Всем, друзья, добра!